В этом видео мы с вами создадим AI-агента через сервис N8N, и основная задача этого AI-агента будет создавать неограниченное количество рекламных объявлений всего из одного рекламного объявления. Значит, как это работает? Мы этому AI-агенту будем давать шаблон рекламного объявления, который нам понравился. Неважно, где это рекламное объявление, в Яндекс.Директе, в Гугле, в Инсте, в Ютубе, в LinkedIn, в Твиттере, да где хотите. То есть вы нашли крутой рекламный креатив и хотите, чтобы сделать, сделать похожий рекламный креатив из этого рекламного креатива, например, для себя. Либо вам создали крутой рекламный креатив, и вы бы хотели провести АБ-тестирование для того, чтобы сравнить несколько вариантов. Может быть, какой-то рекламный креатив стрельнет лучше, но вы не хотите все это заказывать тому профессионального дизайнера. Что вы делаете? Вы отправляете этому агенту свой рекламный креатив. Он его анализирует, смотрит и на основе вашего рекламного креатива предлагает вам несколько вариантов. Здесь количество вариантов не ограничено. То есть вы можете в один буквально клик получить там 150 1000 рекламных креативов на основе вашего рекламного креатива. Как это работает? Давайте я вам продемонстрирую работу. Значит, здесь есть два варианта работы. Первый вариант работы — это вручную, то есть мы просто нажимаем здесь протестировать, и процесс запускается. Второй вариант работы — это вариант работы через Telegram. Я сейчас вам именно этот вариант работы и покажу. Значит, в чем его основная задача? То есть мы скидываем в Telegram понравившееся нам рекламное объявление. Я на самом деле, знаете, сейчас заморочился, искал большое количество рекламных креативов, но они как-то все мне не зашли. Такое ощущение, что на русскоязычном рынке ребята вообще перестали заморачиваться над рекламными креативами и надеяться чисто на искусственный интеллект, что он сам будет искать им клиентов. Давайте вот такой вот задроченный, можно сказать, рекламный баннер отправим нашему агенту. Значит, смотрите, он его принял. После этого запускается процесс. Мы сейчас этот процесс запустим вручную. Блин, ребята, большая просьба. Эти боты, которых я показываю в своих видео, они у меня изначально выключены. То есть сейчас я попытался просто протестировать, у меня опять какой-то Георгий что-то там написывает моему боту. Ребят, я демонстрирую ботов, эти боты, они все выключены, они чисто для демонстрации. Вы не получите от них никакой ответ. Значит, давайте еще раз загружу рекламный креатив, потому что он принял какое-то сообщение от какого-то Георгия. Георгий, пожалуйста, не хватит насиловать моих ботов. Значит, отправляю рекламный креатив, запускаю процесс, и вот пошел процесс. Значит, смотрите, мы здесь видим, что Telegram принял файл. То есть вот этот вот файл, который мы отправили. Что происходит дальше? Этот файл выгружается в специальную Google таблицу, в Google Drive документы. То есть вот сюда сейчас подгрузился этот файл. Вот, два даже файла, потому что один помешал нам выгрузить Георгий. Значит, после этого он выгружает, соответственно, этот файл сюда. После этого идет процесс. Процесс анализа этого файла. И наш искусственный интеллект, он расшифровывает этот файл, он рассказывает о том, что он видит на этой картинке, на этом изображении. После того, как он расшифровал, он предлагает нам несколько вариантов создания этого изображения. То есть вот видите, несколько вариантов, это два варианта создания похожих рекламных объявлений. Здесь большая роль уделяется именно промпту. Сейчас у меня стоит промпт, который максимально креативен. То есть его основная задача не сделать похожее объявление, а переиграть и эту же идею засунуть немножко под другим соусом. Здесь у меня также есть в примерах несколько других промптов, которые позволяют нашему агенту сделать максимально похожее рекламное объявление. То есть максимально похожее рекламное объявление — это он просто меняет там изображение, стиль изображения, может просто поменять там задний фон, цветовые решения какие-то изменить. Здесь же в моем случае стоит именно изменение полностью картинки, но при этом оставление основного смысла. То есть максимально креативно подойти к генерации изображения. Значит, после этого он выдал два варианта подобных изображений, которые мне нужны. И эти изображения он также
отправляет в ChatGPT Image генератор, но это не простой ChatGPT Image генератор. Когда будем пошагово создавать этот процесс, я вам покажу здесь, что особенного в ChatGPT Image генераторе. И после этого он, соответственно, создает файл, выгружает в соседнюю таблицу, вот в таблицу номер 2, называется она Ready. Вот первый файл у нас готов, первое изображение готово. Вот так вот выглядит первое изображение. Видите, но здесь максимально креативно он должен подойти. Если нам нужны именно оригинальные изображения, максимально приближенные к оригинальным, то мы ему задаем другой промпт. Смотрите, вот у меня есть, я тестировал «Забудь про дошек», и он, соответственно, сгенерировал вот такие вот изображения. Тестировал фитнес-клуб, и он, соответственно, создавал вот такие вот изображения. Тестировал «Побеждает тот, кто действует». Вот это вот максимально похоже на изначальное рекламное объявление. Вот это вот вообще максимально похоже на изначальное рекламное объявление. Все эти рекламные объявления, они хранятся уже после того, как они обработаны, они хранятся вот в последней папке. То есть исходник был такой, после этого вот исходник был такой, и после этого он сгенерировал вот такие вот варианты. Это вот, говорю еще раз, максимально приближенное рекламное объявление. Дальше мы стали тестировать наиболее креативно, и с креативом, соответственно, подошли вот к такому решению. И вот, соответственно, Яндекс.Директ, то самое рекламное объявление. То есть он подошел к этому вопросу максимально креативно. Он, скорее всего, уже закончил весь процесс, да, и прислал нам сообщение в Telegram. В Telegram я его не прошу присылать именно сообщение о готовности. Он прислал сообщение, что работа вся проделана, можешь смотреть. И удалил то изображение с первой папки и добавил его уже в папку, где эти изображения, то есть проработаны эти изображения. И мы в итоге получили из одного нашего изображения два варианта буквально за несколько секунд. Ребят, здесь очень важно сказать, что как раз от промпта и будет зависеть все то, что вы хотите сгенерировать. Например, вы хотите подрезать рекламное объявление у своего конкурента. Что вы делаете? Вы в промпте прописываете, что ему нужно удалять с изображения все логотип, либо каких-то персонажей менять, либо вы хотите изменять текст, то либо у вас есть какой-то там свой слоган, либо вы хотите, чтобы слоган генерировал ChatGPT, либо искусственный интеллект, либо заменял какие-то слоганы, то вы эти слоганы, это название фирмы, этот логотип, это название вашей компании, ваш логотип, вы все прописываете на уровне промпта для того, чтобы когда в будущем будут передаваться изображения на генерацию, он знал, что ему генерировать, что ему не нужно генерировать, что ему нужно генерировать, что ему менять, что не менять, какие логотипы использовать. То есть мы редактируем изображение с помощью AI, с ChatGPT, и также мы на уровне промпта прописываем максимально похоже это должно быть изображение, либо изменять стиль для будущего теста. Это все делается на уровне как раз промпта. Еще раз говорю, если нам нужны максимально похожие изображения, то мы просто меняем промпт, и изображения будут уже максимально похожие. Значит, давайте в этом видео я вам пошагово покажу, как вы сможете создать себе такого AI-агента, который буквально за несколько минут может создать вам неограниченное количество изображений для ваших рекламных кампаний, как максимально похожие к вашей изначальной идее, так и максимально креативное по его мнению. Поехали! Конечно, у вас, как всегда, есть два варианта. Вы можете сейчас со мной не создавать этот шаблон N8N. Вы можете просто нажать три кнопки наверху, Import from File, и выгрузить сюда уже готовый шаблон, который вы скачаете в первом закрепленном сообщении под этим видео. Но и все же я вам рекомендую посмотреть это видео целиком. Почему? Для того, чтобы понимать, как строить подобных агентов, для того, чтобы понимать, что за промпты здесь изображены. В шаблоне преимущество в том, что здесь есть подробные видеоуроки по каждому разделу. У меня уже собрана огромная база из шаблонов и работ с сервисом N8N. Значит, давайте Значит, окей, если хотите скачать, скачивайте в первом закрепленном сообщении. Я здесь буду демонстрировать вариант, когда мы будем использовать в качестве триггера просто нажатие на кнопку Start Workflow. Значит, первое, что нам необходимо сделать. Нам необходимо добавить сюда Google Drive и
Google Drive мы будем использовать в качестве поиска изображения в определенной папке. Что мы здесь ищем? Search File Folders. То есть он будет искать в определенной папке определенные изображения. Когда мы создаем через Google Drive. Почему я выбираю Google Drive? Он, мне кажется, наиболее удобен для работы с сервисом N8N. Здесь нам необходимо создать 3 папки. Первая папка будет называться Original, то есть это куда мы будем выгружать оригинальные изображения. Давайте это изображение сейчас удалим, с которым мы проработали, и сюда выгрузим какое-нибудь изображение с Яндекс.Директ. Я выберу вот такое изображение, тоже нашел его в Яндекс.Директе, первое попавшееся изображение по запросу примеры рекламных баннеров. Здесь есть, я говорю еще раз, ребят, кто занимается ну даже не профессионально, кто запускает рекламу, почему вы не заморачиваетесь над своими рекламными креативами? Рекламные креативы крутые я увидел только вот в таком формате, в формате баннеров, но это как бы нам не совсем подходит. Можно, конечно, да, как можно еще работать? Можно в Гугле, в Яндексе, в Инсте, ну, у меня в Инсте реклама не показывается, в ТикТоке, где-нибудь в Google Драйве поискать рекламные объявления, но большинство из них там с англоязычные рекламные объявления. Если вы запускаете на англоязычную рекламную аудиторию, то, конечно, там легче, вам будет немного легче найти хорошие рекламные креативы. Но пока я, к сожалению, у нас не нашел каких-то классных рекламных креативов. Хорошо, возьмем вот это рекламное объявление. Значит, что мы делаем? Мы в Google Drive указываем папку, с которой он должен работать. То есть он должен найти определенное рекламное объявление в определенной папке. Мы задаем фильтр и указываем, соответственно, эту папку. From list. И вот эта вот папка One Original. То есть это папка, куда мы выгружаем оригинальные рекламные изображения. Смотрите, если я сейчас нажму Test Tab, то мы увидим как раз это рекламное объявление. То есть вот это вот, это рекламное изображение. Снимок экрана, такой-то, такой-то, ID этого изображения и все вот в таком формате. Хорошо, значит, снимок экрана 25 июня 2025 года, да, вот это изображение, оно и есть. Хорошо, значит, следующим шагом мы можем переименовать тут же, что это search, то есть поиск. Следующим шагом нам нужно выгрузить это рекламное изображение. Когда мы работаем через Telegram, для того, чтобы не нарушать систему, у нас также и мы процесс выгрузки как бы отдаем Telegram. То есть мы через Telegram выгружаем изображение, но об этом тоже чуть позже покажу. Хорошо, значит, выбираем то же самое Drive, и здесь нужно download файл, то есть выгрузка файла. Выбираем ID, by ID, и выбираем вот этот вот ID изображения. Сейчас у нас будет выгружаться это рекламное изображение, и мы его получим в бинарном виде. Вот мы можем его посмотреть прямо здесь. Настройка баннера на поиске Яндекс.Директа. Яндекс.Директ и такой вот персонаж. Хорошо, значит, следующим этапом нам необходимо с этим изображением проработать. Что мы будем использовать для того, чтобы с этим изображением проработать? Мы будем использовать OpenAI, и у него есть здесь такая штука, как анализ image, то есть он будет анализировать изображение. Но здесь вам модель выбрать в анализе image лучше выбирать модель 4O, потому что остальные они как бы не очень хорошо справляются с этой задачей. И нам необходимо выгрузить изображение, вот бинарный файл, и выбираем дата. Вот это вот название дата из предыдущей ноды, оно здесь должно фигурировать. Все, значит, сейчас, если мы давайте даже для теста проведем анализ изображения, то мы получим достаточно такое простое описание этого изображения. Смотрите, он сейчас анализирует, то есть просматривает это изображение и, соответственно, нам написал вот в таком вот виде ответ. На изображении изображен персонаж миньонов из серии такой-то, такой-то, стоящий на правой стороне, слева есть русский текст с желтым фоном. В тексте рассказывается о настройке баннера на поиске Яндекс, упоминается Яндекс.Директ. Нас это не устраивает. Почему? Потому что когда мы будем создавать похожие, например, изображения, вот этот вот текст, он будет неприкольный. То есть он будет
он практически ничего не рассказывает. Он не рассказывает о том, что какой цвет фона, да, не рассказывает о том, что вот эта вот настройка баннера на поиске Яндекса не выделена черным, не рассказывает Яндекс.Директ, что Яндекс, как написано слово Яндекс, как написано слово Директ. То есть нас этот промпт не устраивает. Поэтому мы вводим свой заранее подготовленный промпт. Промпт выглядит вот таким вот образом. Так, не могу никак попасть. Вот, значит, промпт выглядит вот таким вот образом. И этот промпт мы составляли вместе с Клодом, с ChatGPT, для того, чтобы он лучше анализировал изображение. Давайте вот сравним, да, вот то, что он нам первый раз рассказал, и пускай он еще раз проанализирует изображение, но у него уже будет заранее подготовлен промпт. Смотрите, как изменилось его описание. Так, как лучше увидеть? Вот. Смотрите, он пишет о том, какой задний фон на этом изображении. То есть сплошной яркий желтый фон с тонкими диагональными текстурами. Желтый одноглазый миньон. То есть он уже уточнил, что это одноглазый миньон, а не просто миньон. А носящий синий комбинезон. То есть он уделяет внимание мелким деталям, которые есть. Слева перекрывает текстовую Яндекса. Так, здесь мы можем, кстати, немножко подкорректировать. Да, вот он, смотрите, Яндекс. Ну здесь все верно. То есть он Яндекс, все правильно. Яндекс.Директ. Текст, настройка. Он даже вот мелкий текст иногда отлично видит. Но когда мы создаем, соответственно, одно изображение, это одно. Когда мы создаем целую пачку изображений, это уже совершенно другое. Хорошо, значит, он проанализировал это изображение. Следующим шагом нам необходимо сделать так, чтобы из этого одного изображения он сделал несколько вариантов изображений. Что мы выбираем? Мы выбираем OpenAI также. И здесь выбираем Message Model. Вот этот раздел. Значит, что нам здесь необходимо сделать? Нам необходимо написать подробный промпт, что будет делать этот AI-агент. Значит, как это сделать? Я сейчас не буду составлять подробный промпт. Давайте я вот возьму из своего предыдущего варианта и предложу вот слабый креатив. То есть это будет максимально похоже на оригинальное изображение. Значит, этот промпт я ввожу, у меня должен быть user prompt и должен быть system prompt. И как раз в разделе system prompt я ввожу эти данные. Значит, здесь в качестве входящих данных я использую контент. Вот этот вот контент, который пришел, где детально описывается информация о картинке, об изображении, которое есть. Если говорить про основной промпт, то его основная задача — это на основе изображения сделать максимально похожее изображение и сделать несколько вариантов. Здесь мы должны подкорректировать количество вариантов. Вот give me 5, давайте give me 2 variants. И он будет выдавать ответы. Вот first, первое изображение, второе изображение и так далее. Так, по-моему, здесь больше 5 нигде нету. Да, хорошо. И, значит, мы еще введем user prompt. Это промпт, который, чтобы он понимал, кто он такой. Ты помощник по созданию промптов для будущей генерации изображения. Значит, плюс нам необходимо, чтобы он выдавал. Плюс нам нужно, чтобы он выдавал ответ в формате JSON, который нас будет удовлетворять. Давайте еще добавим температуру. Пускай это будет 0,7. Посмотрите мое обязательно видео по тонкой настройке агентов, как вот эти вот параметры могут влиять на ответ нашего агента. Все, в принципе, готово. Мы выбрали... модель мы не выбрали, точно. Значит, выбираем агента. Пускай это будет модель 4.1, да, 4.1. 4.1, да, пускай это будет модель 4.1. Значит, тестируем, смотрим.
Смотрим на его ответ. Значит, смотрите, он выдал нам два варианта ответа. Да, единственное, я хотел бы уточнить, что здесь роль, системная роль, то есть я неправильно изначально сказал, здесь системная роль, а здесь user prompt, то есть данные, которые к нам приходят с окна. Я немножко затупил, ошибся. Значит, хорошо, он нам предлагает 4 варианта все-таки. Почему 4 варианта? Я же вроде бы написал 2 варианта, да? Где-то, значит, у меня осталось, что это 4 варианта. Тест. Вот, смотрите, вот здесь вот еще осталось 4 варианта. Я изменяю на 2 варианта. И еще раз давайте проведу. Ну, хотя и с 4 вариантами тоже можно работать. Просто весь процесс будет чуть дольше, и мы потратим на генерацию изображения чуть больше денег. Ну, вот, 2 варианта уже, да. Поэтому, ребят, я не знаю, как это выделить в своих промптах. Здесь важно указывать именно вот то количество вариантов, которые вам необходимо. У меня вообще изначально была идея сделать там около 10 вариантов, чтобы они генерировались между собой. И из 10 вариантов, я думаю, один уже можно точно выбрать. Значит, хорошо, смотрите, что он нам предложил. Значит, он нам предложил фон солидно яркий желтый с тонкой текстурой сетки, мультяшный персонаж миньонов. Кстати, мультяшный персонаж миньонов ChatGPT генерирует или нет, это как бы вопрос хороший. И он рассказывает, что там должно быть лого. Ну давайте посмотрим уже, как это будет выглядеть на изображении. Хорошо, значит, сейчас наша основная задача это собрать вот эти вот данные, как бы, чтобы они передавались по очереди. Что мы делаем? То есть, смотрите, у нас данные передаются в формате JSON как несколько вариантов. Раз вариант. Так, где они? Вот. Раз вариант, два варианта. Нам это необходимо разделить эти элементы. Мы для этого используем split, split out. И здесь нам приходят вот варианты и выбираем All Out Files. Нажимаем тест. Все, смотрите, уже идет разделение. То есть первый вариант, два варианта. Первый вариант, второй вариант. То есть он вытащил вот эти вот элементы, разделил их как бы на две части. Если сюда были одни входящие данные, то здесь уже будут как бы двойные входящие данные. Следующее, нам необходимо сделать цикл, то есть зацикливание процесса, чтобы каждый элемент обрабатывался по одиночке и по-своему. Значит, здесь это убираем. Это пока убираем. И давайте сразу же построим цикл, не будем его тестировать, потому что процесс теста цикла, он идет достаточно долго. Значит, здесь наша основная задача найти ноду, которая называется HTTP Request. Но единственное, когда мы будем использовать ноду HTTP Request для генерации изображений, у нас есть несколько вариантов как бы работы с изображением. Смотрите, на официальном сайте ChatGPT мы будем генерировать через ChatGPT. Так, это уже слишком близко. Да, когда идет съемка, у меня немножко подтормаживать начинает компьютер. Значит, здесь есть image генератор. Давайте его найдем. Image, вот, image генератор. Значит, здесь есть несколько вариантов создания изображений. Первый вариант чисто по текстовому промпту он будет создавать изображение. Второй вариант, он будет создавать изображение по текстовому промпту, плюс на основе этого изображения он будет, то есть мы будем подгружать в него изображение, и он будет редактировать. Такая возможность через API тоже появилась, поэтому мы будем использовать именно ее, потому что через текстовое изображение, через текст, когда мы будем отправлять изображение в виде текста, то есть промпт в виде текста, он будет создавать новое, абсолютно как бы другое изображение. Наша основная задача это сделать так, чтобы он генерировал изображение максимально похоже на то, что нам нужно. И там тех же форматов. Для этого мы будем использовать Create Image Edit, то есть редактирование изображения. Это, кстати, очень крутая штука. Я не видел, чтобы кто-то показывал, как с ней работать. Значит, есть еще Create Image вариации, то есть различных вариаций. Но там единственное нету нового
генератора, который называется GPT Image One. Везде только есть DALL-E. Вот в этом варианте есть только DALL-E. Мы поэтому включаем цикл будет работать. Единственное, здесь не совсем как бы подходящий под ноду HTTP request QURL. То есть если мы его скопируем, просто вставим в ноду HTTP request через QURL, то он, соответственно, не подгрузится, он скажет, что он будет ругаться, он не поймет наш формат. Поэтому нам нужно будет эту ноду настроить сейчас вручную. Но прежде чем мы настроим эту ноду вручную, так как мы будем создавать либо редактировать уже существующее объявление, нам нужно это изображение еще раз подгрузить. Что мы делаем? Мы копируем вот эту вот ноду Google Drive и вставляем ее вот сюда. То есть мы здесь идем вот таким вот путем для того, чтобы изображение подгрузилось в виде того формата, который нам четко необходим. Значит, здесь оставляем все те же самые настройки, нас это устраивает. И сейчас настраиваем ноду HTTP Request. Значит, как настраивается нода HTTP Request в данном случае? Здесь, в принципе, на сайте OpenAI все расписано. Метод post выбираем и выбираем вот эту вот ссылку GPT Image Edits. То есть эту ноду здесь необходимо настроить вручную. GPT Image Edits, чтобы никаких лишних пробелов не попали, и метод Post. Дальше, значит, выбираем аутентификацию. У меня уже создан аккаунт ChatGPT. Мы можем прямо здесь вот GPT. Так, где он? Вот, OpenAI. И выбираем наш аккаунт OpenAI, который создал. То есть я вам не показывал еще ни разу, как работает вот эта вот аутентификация. И в основном мы использовали новую аутентификацию, но новую в N8N недавно добавили такой метод аутентификации. Это уже привязаны наши профили. В данном случае я буду привязывать профиль вот OpenAI. Дальше, значит, нам необходимо отправлять параметры. Какие параметры необходимо отправлять? Мы смотрим, какие параметры нам необходимо отправлять. Значит, здесь мы аутентификацию прошли. Если нет аутентификации, мы создаем аутентификацию вот такого вот вида через ChatGPT. Обязательно посмотрите мои видео, посвященные ChatGPT. Значит, следующий параметр, который нам необходимо отправлять, image, модель ChatGPT Image 1. Мы как бы вот эту вот линию всю полностью копируем. Это параметры body. Здесь выбираем form data. Здесь модель должно у нас быть, и здесь ChatGPT. Вот эти вот данные удаляем. Вот, модель ChatGPT 1. Хорошо, значит, следующий параметр, который нам необходимо отправить. Значит, параметры по изображению, то есть по оригинальному изображению, которое он будет смотреть. Мы выбираем также, так как изображение к нам будет приходить в виде бинарного файла, мы выбираем изображение, image. И здесь должны прописать дата. Сейчас я вам покажу почему. То есть мы эту ноду не протестировали. Здесь будет изображение приходить вот в таком формате. Давайте вот откроем. Вот в таком формате дата. И это название как раз нам и нужно подгрузить вот сюда. То есть мы выбираем бинарный файл, image и дата. И третий параметр, который нам необходимо, то также from data. Вот, это третий параметр prompt. Prompt create и, соответственно, prompt, который будет генерировать наше изображение. Мы здесь прописываем prompt. Да, по-моему, так он пишется. И сюда вставляем, соответственно, уже готовый prompt. Сейчас вам расскажу, что это за prompt и где я его взял. Значит, prompt, да, вот еще раз давайте сравню. По-моему, я поставил с пробелом. Вот нет, prompt. И здесь, значит, prompt. Откуда будет браться этот prompt? Вот так он выглядит. В prompt звучит следующим образом, что посмотри, есть изображение, и ты должен по этому изображению сделать такие-то действия. И этот prompt, он будет подгружаться вот отсюда. Один из тех вариантов промптов, которые у нас есть. И еще небольшая настройка. Об этой настройке я говорил в видео про 23 лайфхака при работе с N8N, для того, чтобы мы получали как бы единичный выход. Все, нода настроена. Дальше нам необходимо этот файл конвертировать уже непосредственно в файл. Давайте выбираем Convert to File. И этот файл будет приходить в бинарном виде. Мы здесь выбираем... Так, давайте попробуем
запустить, что ли. Потому что здесь нужно будет брать данные с предыдущей ноды. Хорошо, значит, это пока отключим. И давайте вот этот вот протестируем. Да. Значит, здесь у нас ID, вот этот идентификатор ID будет идти с этой ноды. ID файла. Давайте еще раз. Да, сейчас он нам выдаст файл. Тот же ли файл? Давайте проверим. Да, файл тот. И сюда будут приходить данные. Вот он подгрузился уже, дата и, соответственно, промпт для генерации изображений, который мы берем с этой ноды. Вот с этой ноды. Вот с этой ноды. Вот этот промпт. Нажимаем тест. Единственное, меня смущает, создаст ли он миньона с одним глазом. Не запрещено ли это правилами непосредственно ChatGPT OpenAI компании. Давайте посмотрим. Процесс генерации будет занимать там 3-4, нет, какие 3-4 минуты одну. Давайте я пока остановлю и дальше посмотрим. Смотрите, да, вот он сработал с нашими миньонами. И пришли эти файлы сюда. Давайте мы их пока скачивать не будем, они пришли в бинарном виде. Нам их необходимо преобразовать. Значит, здесь мы берем и вот этот вот бинарный вид мы сюда добавляем. Называем файл, как будет называться, но пускай он будет также дата для удобства. Нажимаем выгрузку. И он заново пошел, надо было запинить. Блин, что-то я затупил. Подождем еще минуту. Второй раз он не захотел делать миньона, но давайте вместо миньона будем кого-то... Давайте сразу же доделаем этот... Или мы не сможем, да, нам нужен непосредственно файл. В общем, я убрал этих миньонов с папки. И давайте заново сейчас запустим процесс. То есть добавил вот такое вот изображение, где нету, точно нет никаких... Ну, не то, что нету авторских прав. Я думаю, что у кого-то тоже есть авторские права. Базовый уровень, воронки в Яндекс.Директ. Ну, по крайней мере, ChatGPT будет изменять уже этого человека и сделает, проработает его немножко по-другому. То есть это не диснеевский персонаж, на который распространены авторские права. И можно обходить этот элемент, когда мы устанавливаем ChatGPT локально. Но вообще можно было зайти куда-нибудь в Google и найти какие-нибудь изображения другие. Я вот первое попавшееся нашел, взял и отправил его сюда. От креатив. Ну, здесь тоже. Можно было вот, кстати, такое изображение проработать, да, для теста из Pinterest. Значит, окей, он нам сгенерировал файл, но это на будущее. Значит, посмотрим, да, что он нам сделал. Вот воронки, Яндекс.Директ, базовый уровень. Вот оригинальное изображение. И вот что он нам сделал. Смотрите, логотип Яндекс.Директа найти, воронки Яндекс.Директ. Парень похож, кстати, да, на него. Это максимально похожий креатив, который мы выбрали. Потом я вам покажу еще, наверное, максимально не похожий. Значит, дальше нам необходимо это изображение выгрузить. Выбираем Drive, выбираем выгрузку, название файла data, куда его будем выгружать. И уже готовое изображение мы будем выгружать во вторую папку. Так, и название давайте менять. И будем давать уже готовому названию формат, что это будет image и дата, да, вот в формате в таком. Нажимаем выгрузить. И теперь у нас, так, подожди-ка, парень. У нас во второй папке сюда подгрузится наше готовое изображение. Не запинили, и он пошел весь процесс выполнять заново. Давайте сразу же поставим задержку. 30 секунд. Вообще задержку можно не ставить, но когда мы работаем с большим количеством изображений, то лучше задержку поставить, и весь процесс должен будет так быть закольцован. Давайте сразу же, ну пока так оставим. Значит, сейчас он нам будет генерировать сразу два изображения. Давайте дождемся. Сам постоянно говорю, ребят, пиньте.
те ноды, которые больше всего занимают времени. Вот эту ноду запинить желательно. Вот эту ноду запинить желательно. И вот эту ноду запинить желательно. Да, вот она. Но он нам зато создал второе изображение. Давайте посмотрим, как оно выглядит. Видите, уже немного иначе. И таким образом он будет все варианты генерировать. Давайте ради интереса я вам покажу второй промпт. И здесь мы будем уже использовать промпт, который будет максимально не похож на оригинальный. Промпт я возьму со своего шаблона. И раз здесь, единственное, тоже мне необходимо изменить, что это будет 2. На выходе отправить сообщение, например, в Telegram, для того, чтобы он нам отправлял сообщение в Telegram, что изображение как бы готово. То есть мы выбираем ноду Telegram, выбираем Send a text message. Так много стало в Telegram всяких задач. Через get ID бота мы сюда прописываем свой ID. Я сейчас возьму его с предыдущей ноды. То есть вот этот get ID, это мой ID. И текст изображения готово. Хорошо. И сюда еще можно добавить ноду, которая будет, смотрите, в моем оригинальном шаблоне здесь еще стоит нода, которая удаляет изображение из первой папки, из папки Original, и добавляет, есть еще одна нода, вот здесь она добавляет в папку Original, когда мы работаем с Telegram, и есть еще одна нода, которая перегружает из папки Original в папку как бы уже готово, для того, чтобы у нас в папке Original не было большого количества нод. Но смотрите, когда мы выгружаем сюда изображение вручную, не через Telegram, то он не может удалить, то есть наш агент не сможет удалить это изображение. Когда мы выгружаем изображение с помощью Telegram, то он сможет удалить и проработать. Так, давайте пока я здесь болтаю, мы запустим этот процесс уже полностью. Значит, и поэтому вот эти ноды, здесь в инструкции написано, что эти ноды, если мы вручную будем отправлять, ручная подключается так, напрямую, не сюда, а именно сюда. То есть, когда мы будем через нажатие вот это вот тест workflow запускать процесс, мы должны эти ноды деактивировать, эту ноду запустить и также деактивировать вот эту вот ноду. Он будет напрямую приходить сообщение сразу в Telegram. Хорошо, давайте посмотрим, закончим весь процесс запуска, который мы сейчас с вами создали. Так, вот он выгрузил видео и теперь ожидает. Значит, не видео, а изображение. Вот, видите, это уже максимально другой креативный подход. То есть он уже изменяет сам персонажа, изменяет логотип, изменяет даже вот слово воронки. Смотрите, как он написал, он это изменяет. Но чем большее количество, соответственно, изменяется, соответственно, сам стиль. То есть вот здесь вот был парень, здесь он сделал для теста девушку. То есть таким образом мы можем, вот сейчас генерирует второе изображение, таким образом мы можем генерировать неограниченное количество изображений из исходника. Можно здесь как бы главную роль занимает именно промпт. Если вам, например, вы хотите у конкурентов тырить изображения, тырить какие-то рекламные креативы, но вам необходимо удалять логотипы. Вы в промпте прописываете, что нужно удалять логотипы. Либо вы в промпте прописываете, что текст всегда должен быть на русском языке, то есть ты должен переводить текст на русский язык. Вы в промпте прописываете, какой должен быть текст, какое может быть название вашей компании, какой логотип использовать. И тогда он с большей вероятностью будет делать то, что вам необходимо. Смотрите, пока я болтал, вот второе изображение сгенерировалось. И тоже, как бы, смотрите, здесь он уже прописал слово воронки нормально, Яндекс.Директ, базовый уровень, и уже изменил вот стиль на такой вот. Тоже достаточно интересно. То есть он уже проявляет креативность. И когда мы разрешаем ему эту креативность проявлять, и вот он уже отправил сообщение в Telegram, то все это делается на уровне промпта. Ребят, я надеюсь, что это видео было вам полезно. Обязательно скачивайте готовый шаблон N8N, который находится в первом закрепленном сообщении. Там не один этот шаблон, там есть все шаблоны, о которых я рассказываю в своих видео. Поставьте мне нравится этому видео,
Подпишитесь на канал. С вами был Игорь Зуевич. Пока.